Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня в гостях Владислав Леонидович Иноземцев, известный экономист, ученый, человек, который в том числе провел свое детство в Беларуси, учился в школе в Горках. Владислав Леонидович, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий, очень приятно. Хотел с вами в первую очередь поговорить по последним событиям. Вот с приходом Дональда Трампа уже много активно говорят о том, что война заканчивается. Как вы думаете, куда все идет? Ну, я пока бы так не стал говорить, ее будут пытаться закончить, но в нескольких своих последних текстах я достаточно, как бы прямо сказал, что я не верю в ее окончание в этом году. Я думаю, что попытки остановить войну будут. Позиции сторон настолько различные, насколько это можно предположить, и я сильно сомневаюсь в том, что будет найдена какая-то точка соприкосновения, который этот конфликт остановит. Дело в том, что помимо огромного количества, соответственно, обид украинцев на Россию и неприятия того, что делает Россия, это действительно военное преступление, такая чисто фашистская хунта, которая напала на демократическую и свободную страну. Помимо этого, если война будет закончена с утратой Украиной значительной части ее территории, это будет фактически даже не поражением Украины, это будет поражением, развалом всего мирового порядка, который существовал после Второй мировой войны. Потому что бы ни происходило в этом мире за эти годы, какие бы ни были противостояния, холодная война, распады государств, крах колониальной системы, никогда раньше два признанных международным сообществом Организации Объединенных Наций государства не воевали друг с другом таким образом, чтобы итогом этой войны было существенное изменение границ. Корейская война – это гражданская война в значительной мере, распад СССР и Югославии – это, опять-таки, сецессия, это не конфликты между отдельными государствами, то же самое касается и распада колониальной системы. А там, где мы видим классические межгосударственные войны, да, Иран-Ирак, Китай-Вьетнам, Великобритания, Аргентина, точнее, скорее наоборот, Аргентина, Великобритания, Ирак, Кувейт, естественно, то было полное восстановление статус-кво. Вот, соответственно, если граница новая будет международно признана, можно сказать, что мир после 1945 года закончился. Началась какая-то новая эпоха. А это вписывается в планы Трампа, вот, например, там Канаду присоединить или вот забросить Слушайте, Гренландию? кто серьезно относится к плану Трампа присоединить Канаду? Это сотрясение воздуха. План Путина присоединить Украину, он обрел свои зримые черты в 2022 году. Если Трамп вторгнется в Канаду, мы будем об этом говорить. Да? Если он просто разговаривает об этом, да, перед телекамерой или там пишет свои твиты, то это не предмет для обсуждения. Согласен. А как вы видите общее завершение войны? Вообще можно ли ее сейчас завершить вот в какой-то обозримой перспективе? Но это же не просто так, наверное, сказать, вот кто-то захотел, и давайте войну закончим. Мне кажется, что это довольно сложно сейчас сделать. Смотрите, завершение войны на сегодняшний день может быть, как я ее вижу, да, если более-менее реалистично. Можно фантазировать что угодно. Да? Наши уважаемые коллеги в российской оппозиции 3 года рассказывали о том, как Украина победит, а некоторые говорили, что дойдет до Красной площади. Это фантазировали, наверное, и закончили. Что касается нынешнего варианта окончания войны, по крайней мере, такого, который я бы считал приемлемым, да, это вариант, когда западные страны, допустим, руководство НАТО, в полном составе объявляет, что с такого-то дня украинские войска прекращают огонь на нынешней линии фронта. На эту линию фронта вступают 200-300 тысяч прекрасно вооруженных солдат НАТО. Они гарантируют, что Украина не будет находиться в составе Североатлантического альянса никогда, что они занимаются здесь миротворческой функцией и также не будут стрелять в сторону российской армии и будут находиться здесь, допустим, мандат на 3 года. А если российская армия продолжает стрелять, это говорится в виде ультиматума. Не соглашение с Путиным, да, а просто ультиматум. Если они продолжают стрелять, эти 300 тысяч человек со всей вооруженной силой НАТО идут на границу 1991 года. Вот в этой ситуации, а если Россия останавливается, то их вообще не волнует, что происходит за этой линией фронта. Пусть там будут 4 новых субъекта федерации, пусть Путин восстанавливает эти территории, прописывает их в Конституции, их это не интересует. Они просто остановили войну, ультимативно. Это, на мой взгляд, вариант, который
возможен, единственно возможный, в нем оставляется главное окно перспективы. Путин не вечен, через какое-то время он умрет, санкции против России остаются в силе, экономика приходит в постепенный упадок, на интервале 10 лет она придет в очень плохое состояние, не сейчас, но позже. И когда в России приходит новое руководство, оно может быть, вряд ли оно будет демократическим, но оно, скорее всего, будет таким олигархически чиновничьим, но с пониманием того, что не нужно выпиливать себя из остального мира. Начинается переговор. Тогда эти территории могут либо вернуться обратно в Украину, либо стать объектом торга. Но на сегодняшний день обсуждать что-либо с Путиным кажется мне безумием. Потому что вот многие сравнивают Мюнхен 25 года с Мюнхеном 38 года. Я хочу сказать, друзья, что Мюнхен 38 года был гораздо более нормальным, да, и приличным договором, чем все, что может быть сделано в 25 году. Потому что в Мюнхене 1938 года находился Адольф Гитлер, человек, который пришел к власти в Германии относительно демократическим путем, и при этом человек, который не подписывал Версальский договор, не подписывал договор Сен-Жермен о границах Чехословакии, и до этого, объективно говоря, не нарушал каких-то серьезных собственных обещаний. То есть можно было предположить, что Даладей и Чемберлен приехали и поверили этому обаятельному вегетарианцу, который, значит, попросил населенные немцами Судетские земли, пообещав мир и дружбу. Их можно обвинять сейчас в том, что они были недальновидны, но в том, что они просто обманывали сами себя, наверное, их обвинять не стоит. Но если мы видим, что у вас с другим стороной стола сидит господин Путин, который начал в Украине минимум 3 войны с захватом Крыма, с войной в Донбассе и с большой войной 22 года, который до этого лично заключал с Украиной несколько соглашений, включая договор о границе, который лично подписывал его, будучи ратифицирован российским парламентом, и который, нарушив все свои обещания на эту тему раньше, почему вы должны считать, что сейчас ему можно верить и с ним можно о чем договариваться? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не понимаю, кем нужно быть для того, чтобы предполагать такое. А на что Трамп рассчитывает? Он ведь тоже, наверное, видит какие-то планы, цели. Вот я предполагаю, что, возможно, одним из инструментов, как можно войну остановить, это применить методы, которые были в 19 веке или в начале 20 века, торговая блокада всех морских судов, торговых судов России через проливы, например, там в Северном море и в Босфоре. Но мне кажется, Запад на это не готов пойти. Не готов. Но, понимаете, все-таки ситуация 20 века или конца 19-го – это разная ситуация. Для того, чтобы, понимаете, в западных странах, по крайней мере, в Великобритании и Соединенных Штатах, есть два абсолютно, по сути, идентичных договора, которые называются, договор закон. Закон о торговле с врагом. Trade with Enemy Act. В Великобритании его принят, понятное дело, в 2014 году, в США в 2017 году. Это означает, что он предполагает, что эти государства могут перехватывать торговые и прочие суда, закрывать проливы, устанавливать торговую блокаду и так далее по всему вашему списку в случае, когда это относится к стране, с которой объявлена война. С Россией войну никто не объявлял. Да? И опять-таки торговая блокада – это по определению ООН есть элемент агрессии. То есть объявить закрытие проливов – это агрессивный акт в отношении Российской Федерации, объявление войны, по сути дела. Я думаю, что Запад на это никакой вопрос не пойдет. Вот. И с другой стороны, понимаете, я хочу обратить внимание на одну очень простую вещь. Вот мы с моими коллегами, с Дмитрием Гудковым и с Дмитрием Некрасовым буквально вчера опубликовали доклад о новой политике сдерживания, как мы называем. Как раз Дмитрий Гудков сегодня в Мюнхене на этой конференции. Я хотел как раз сказать следующее. Смотрите, допустим, там 70-е годы, начало 80-х годов, афганская война. Обратите внимание, какие санкции ввел Запад, допустим, Соединенные Штаты, в ответ на афганскую войну. Это были санкции, связанные с прекращением поставок пшеницы в Советский Союз, бойкота Московской Олимпиады, ряда гуманитарных связей и так далее и тому прочее. Какие когда-либо вводил ли Запад санкции на получение, на покупку в СССР нефти? Никогда. Газа? Никогда. Но при этом с 1947 года существовала система так называемый КОКОМ, которая запрещала поставку в СССР технологических товаров. И не только в СССР, но, внимание, во все страны Варшавского договора. То есть, на мой взгляд, проблема заключается не в том, чтобы что-то перекрыть
на экспорт. Пусть экспортирует, пусть получает какие-то деньги, там, тугрики, песо, юань, все что угодно. А получается в том, что нужно ничего не поставлять. Это совершенно другая постановка вопроса. А то объявлены санкции против России, замечательно, в 300 раз выросли поставки автомобилей через Армению за 1 год. Объявлены санкции о том, что мы не покупаем российское золото, в той же Армении в 11 раз вырос экспорт за прошлый год. Замечательно. Компьютер через Казахстан, полупроводники через Гонконг, все замечательно, все прекрасно, никаких проблем. Только вот нефти нам не нужно российской. Нам нужно покупать втридорого. Ну, покупайте. Такая умная санкционная политика, она очень быстро приведет и уже приводит к тому, что правительства и уводящие пойдут лесом, а следующие их отменят. Вот и все. Да, но интересно, вообще Путин же, вот, он, видимо, рассчитывает, что с Трампом сможет договориться, тем более там вбросы идут, что якобы уже договорились об отмене каких-то определенных санкций, там, по Свифту, и Трамп говорит, давайте Россию вернем в большую семерку, сделаем большой восьмеркой. Это больше его размышления какие-то, а с другой стороны он говорит о том, что будет там угрожать чем-то и так далее. Знаете, SWIFT не американская система. Большая семерка должна проголосовать негласно на превращение в большую восьмерку. Трамп рассказывает сказки. Я не могу предположить, что об этом договорились. Поэтому, опять-таки, мне сложно сказать, на что рассчитывает Путин. Путин, конечно, понимает, да, он не любит своих, может быть, экономических советников, которые жужжат ему в уши относительно того, что в экономике не все очень хорошо, в ней не все очень хорошо. Он видит, что военный бюджет выполняется, деньги есть, солдаты вербуются, увеличение платы за контракт постоянно происходит. То есть он понимает, да, что год, два, три войну нынешней интенсивности он легко может вести. Но в перспективе, конечно, определенные проблемы заметны. Соответственно, на этом фоне Путин понимает, да, что да, наверное, сейчас на время, конечно, можно остановиться. Что он будет предлагать, на что он будет соглашаться, слушайте, мы не знаем этого. Вот это главный вопрос. Давайте подождем. Вот все, так сказать, была такая волна паники, да, вчера, позавчера, что вот все пропало, цирк уехал и так далее. Ну, ничего не случилось пока. Трамп должен был ему позвонить. Если он всю предыдущую кампанию говорил, что я сразу этим займусь, ну, можно было считать, что этот звонок уже, так сказать, включен в стоимость пакета. Позвонил, поговорил. Посмотрим, что будет дальше. Пусть садятся, разговаривают, определяют параметры договоренности. Посмотрим реакцию на них Украины. То есть это процесс достаточно быстрый, может быть, но делать выводы прямо сейчас явно рано. А Путину сейчас нужна какая-то передышка или завершение конфликта он хочет иметь? Нет, Путину нужна, я бы сказал, Путину нужно снижение враждебности в отношении России него лично. То есть он был абсолютно уверен, на мой взгляд, на основании предыдущего опыта, Грузия, на которую Запад не отреагировал, аннексия Крыма, война в Донбассе, с такими, знаете, санкциями, там оса кусает больнее, чем эти санкции. Вот. Он прекрасно понимал, и исходя из этого, начиная войну 22 года, что Запад ничего не сделает против него. Он ошибся в данном случае. Теперь он хочет доказать самому себе и всему миру, что да, вы тут поигрались в ваши санкции, но когда-то вы это закончите. Вот, по сути, он снова хочет быть рукопожатным, России, чтобы была свободна от санкций, его госкомпании по-прежнему продавали свою нефть, гоняли свои деньги, отмывали где-то в мире. Я думаю, что это в целом в его планах. То есть он хочет того, чтобы, наконец, после долгих ошибок Запада, лидеры Соединенных Штатов и Европы, наконец, все-таки признали в нем, что он крутой. Это он хочет. Мне кажется, Путин может сейчас остановиться, вот даже если сейчас какая-то будет сделка, это же открывает ему карт-бланш пойти дальше, например, там, не знаю, в Балтийские страны, в Польшу, куда угодно дальше. Послушайте, вот рассказы про Польшу и Балтийские страны совершены много лет. Я никогда не верил абсолютно в это. Почему? Потому что, смотрите, даже Украину, да, которая обидела Путина много раз, начиная там с неподписания СНГ, начиная с революции 4 года, с постоянного поворота на Запад, с кучей с революции 14 года и так далее. То есть это страна, в которой Путин находится просто как кость в горле. Он потратил 20 лет, дадим ему должное, на то, чтобы выстроить в российском общественном сознании ощущение того, что Украина – это экзистенциальный враг, наше иное. Да? То, что вот есть хорошие русские в России и есть плохие русские, но тоже русские в Украине.
И их нужно закончить с этими плохими русскими, уничтожить эту элиту, освободить Украину от фашизма и вернуть ее, так сказать, в лоно российской цивилизации. Знаете, эта идеология безумная, она все-таки так иначе в России серьезно укоренилась. И Путин постоянно эксплуатировал идеи, что это, в общем-то, наша земля, она всегда была вместе, мы оттуда вышли, вот есть Беларусь, которые нормальные ребята, которые вот с нами, у нас за спиной, мы с ними навеки и так далее. И вот эти отщепенцы, надо их поставить на место. Причем тут эстонцы, поляки, таджики? Ну, невозможно продать никому в России желание завоевать Ригу. Вообще никому. То есть, знаете, вот я не понимаю, каким образом можно, так сказать, оправдать наступление на Прибалтику. И опять-таки, почему была выбрана Украина? Вот мы пытаемся в этом же докладе это анализировать. Потому что после 91 года не было, возник, так сказать, такая, знаете, до 91 года, там, до 89 было четкое понимание, зоны влияния. Есть Советский Союз и Восточный блок, и есть Западная Европа и НАТО. Это рассыпалось. Да? НАТО никуда не делось, Европейский Союз укрепился, как раз превратился в союз из Европейского экономического сообщества в 1992 году. И вот возникло пустое пространство. Это пустое пространство было не структурировано. Очень быстро стало понятно, что с одной стороны Польша, Литва, Латвия, Чехия идут на запад в ЕС, Беларусь идет в союзное государство, как говорит уважаемый президент Лукашенко, вот, а Украина болтается как что-то в проруби. И непонятно, куда идет. То ей нужен дешевый газ, то ей нужно, так сказать, какие-то олигархические штучки с российскими олигархами, то ей нужны какие-то безвизы с Европы. И вот это чудо движется туда-сюда. Она еще разделена пополам. Половина говорит по-русски, хочет в Россию, половина хочет в Европу и так далее. И вот эта страна, которая, по большому счету, такая, знаете, terra nullius, земля ничья. То есть ни в российском блоке четко, ни в СНГ, нигде, ни в европейском блоке. Поэтому вот тут мы давайте попадаемся. Я абсолютно убежден в том, что Путин не будет нападать на НАТО. Потому что он прекрасно понимает, что риски запредельны. А уж после украинской войны он тем более понимает, что риски запредельны. Вопрос о том, что если будет достигнуто временное перемирие, оно будет временно потому, что Путин будет считать, что вот доесть Украину для него просто дело жизни. Сначала уснули Крым с Донбассом, потом отъели еще 4 области. Вот добить это все нужно. Ну, Запад перебьется, там Европа окончательно демилитаризируется сама по себе. Вот, а мы еще чем поднакопим силы, лет через 10 продолжим. Вот это да, но Прибалтика и Польша в страшном сне не предполагает такой возможности. То есть можно предполагать, что пока будет жив Путин, он будет продолжать войны вести, ну, в частности, в отношении Однозначно. Украины. Я не предполагаю другого. А все же, кто Украину будет восстанавливать? Вот если какая-то точка будет поставлена или какая-то промежуточная точка будет поставлена, кто будет платить? Запад. Запад, конечно. А Китай может сыграть какую-то роль в восстановлении Украины? Думаю, что нет. Потому что, смотрите, если, допустим, мы предположим, что сейчас конфликт закончился на нынешних точках, то ведь Россия не будет ухудшать свои отношения с Китаем. Китай в лице России получил колоссальный рынок. Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире именно после начала Украинской войны. Китай увеличил вдвое долю юаней в международных резервах после начала войны с Украиной. То есть, в принципе, Китай получил колоссального вассала, такого, который упал ему на голову просто совершенно неожиданным образом. Ну, может быть, и ожидавшимся, но никто не думал, что так быстро. Понятно, что товарищ Си хорошо ощущает отношение Путина к Украине. Восстанавливать Украину значит ругаться с Кремлем. И для чего? Когда Китай занимался благотворительностью? Никогда. Поэтому нет, я абсолютно убежден в том, что если война заканчивается на нынешнем этапе, восстанавливать Украину будет Запад. Но, смотрите, что значит восстанавливать Украину? Вот если предположить, да, что линия фронта стабилизирована и Путин сохранил контроль за тем, что осталось от нее к востоку, то так уж ли много надо восстанавливать в оставшейся части Украины? Ведь когда Зеленский говорит о том, что нам нанесен ущерб на триллион, он предполагает, что он вернет Крым, Донбасс, Харьковскую область, остатки и так далее. И вот тут триллион ему нужно, чтобы все восстановить. Мариуполь и многие другие города разрушенные, снесенные под ноль. Конечно, там и триллиона может не хватить. Но вот это будет восстанавливать Путин. А то, что останется, Запад.
А может ли быть история, что сейчас Путин подружится, например, с Трампом на фоне антиамериканской какой-то, или, вернее, какой-то американской политики против Китая? Вот в этом плане у них может быть какой-то Нет, союз нет, тактический, временный? я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что гораздо логичнее вариант союз с Китаем против России, чем союз с Россией против Китая. Просто на Западе уже 30 лет, особенно в Америке, рассказывают одну и ту же сказку, что вот Россия уходит под Китай, давайте мы сделаем что-нибудь, чтобы ее оттуда вырвать. И под эту сказку «Доброй ночи, малыши», она и все дальше туда идет. Ну вот как бы это эффективность западной политики в последние 25 лет. Обсуждать ее бессмысленно. Еще раз услышите рассказ относительно того, что мы сейчас оторвем Россию от Китая, но это просто на конкурс анекдот. Трампа, его политика последних недель, она показывает, что США хотят уйти из Европы глобально. Вот они говорят, там НАТО нужно там распустить или как-то реформировать. Или все же США будет сохранять свое влияние в Европе? Это можно только посмотреть. Мы не знаем. Но, понимаете, меня как бы пока вот, да, то, что делает Трамп в отношении Европы, меня напоминает, ну, в любом случае, вот это второй приход Трампа. Мы видим поначалу его гораздо более радикальный, чем первый приход. Но параллели и вот эти ниточки, которые тянутся к первому сроку, они очевидны. И на первом сроке Трамп, мы помним, очень активно убеждал Европу еще до начала Украинской войны усиливать НАТО, увеличивать расход на оборону, становиться каким-то субъектом. Европа долго пыталась сделать вид, что она этим занимается, а когда Трамп ушел, она перекрестилась и забыла об этом. Вот. То есть я думаю, что это некое продолжение его линии. Он прекрасно понимает, что этих ребят, знаете, как вот даже разряд дефибриллятора не оживит. Их вообще ничего не оживит. То есть, когда Германия обсуждает о том, что вот она не может иметь дефицит, у нее сейчас 0,4% ВВП, поэтому она не может тратить больше на Украину. Ну, это, знаете, это вот как лапка лягушки. Только вот 2 раза электрический разряд дернет ее, а жизни там нет. Ну, вот как относиться к Европе Трамп в этой ситуации? Как? Ну, интересно, да. А вот по поводу российской экономики, если вернемся в Россию, Да, конечно. на ваш взгляд, российская экономика, она адаптировалась к санкциям? Путин научился обходить санкции? Или все же российская экономика испытывает какие-то очень серьезные такие последствия санкционного давления? Российская экономика испытывает серьезные последствия милитаризации. Вот инфляция, дефицит бюджета, перекосы в занятости – это все следствие милитаризации, резкого роста бюджетных расходов, иммиграции, бегства квалифицированных кадров и так далее. Это факт. Что касается санкций, то пока я не вижу каких-то непреодолимых последствий. Ну, вот смотрите, допустим, 22 год вводится эмбарго европейцев на покупку нефти и потолок цены. Комментарий российских экспертов. Падение добычи в 2023 году 50%. Не будет называть, кто это сказал. Можно загуглить. Но я тогда же написал статью в «Новой газете», говоря, что максимум 5. Максимум 5. И то сейчас Путин говорит, что это был результат соглашения с ОПЕК+. Да, есть отрасли, которые сильно пострадали. Угольная отрасль, деревообработка или лесное хозяйство, авиационный транспорт. Да, эти вещи пострадали непосредственно от санкций. Да, пострадала, допустим, финансовая система. Ну, посмотрите на прибыль банков. 23 год, 24 год, 2 последовательных рекорда. Каких никогда не было во времена, когда никаких проблем с валютной переводом, с свифтом не было и в помине. Вот. Автомобильная отрасль, ну, фактически она отсутствует, да, на сегодняшний день, просто потому, что она была построена западниками. Вот эти вещи пострадали существенно. Обход санкций. Смотрите, здесь есть несколько очень простых моментов. Я не буду говорить источник, но как бы если мы говорим о финансах, то на обход каждой новой санкции нужно от 3 до 5 месяцев. Единственное последствие это повышение транзакционной цены. То есть, допустим, Китай. Декабрь 2023 года Соединенные Штаты объявляют о том, что они могут применить, не вводят санкции, а могут вводить санкции китайским банкам, которые работают с российскими экспортными и импортными операциями. Итог. Через 3 месяца после китайского Нового года, март 2024 года, торговый оборот упал на 28% помесячно. И после этого с апреля до декабря 2024 года мы видим каждый месяц уверенный рост и по экспорту, и по импорту.
итог, 24 год, рекордный товарооборот. Цена перевода в Китай ноябрь 2023 года 0,8%. Цена перевода в Китай октябрь 2024 года 5,5%. Но торговля продолжается. Ничего принципиально не поменялось. То же самое касается и торговли нефтью. Да, есть серьезные убытки ввиду дисконта, есть серьезное увеличение затрат ввиду необходимости покупки теневого флота. Его сейчас перерегистрируют. После последних санкций Байдена все эти корабли получат новые названия, они перерегистрируются из Антиги в Того или еще, или в Либерию. Пройдет 5 месяцев, и все будет так же плавать. Тут даже гадалки не ходи. Но проблема в том, что временно, конечно, и это будет все дороже, естественно, потому что будет еще 5 прокладок проложено между всеми собственниками, контролирующими акционерами и страной регистрации. Но какой-то вот железной стены, о той, что вы говорили в начале, да, как заблокировать пролив, это не дает. Но ведь получается, что такая двуличная политика. С одной стороны, санкции вводятся, с другой стороны, все страны Евросоюза санкции сами же и обходят, используя страны прокладки. Ну, слушайте, это не совсем двуличная политика, начнем с этого, потому что здесь есть различия в субъектности, потому что санкции вводит правительство стран Евросоюза, а обходят их компании этих стран. Поэтому это не совсем двуличная политика, раз. Во-вторых, понимаете, еще раз, если вы хотите, чтобы ваши санкции соблюдались, я об этом говорю с 2022 года, то вы должны их вводить и против самих себя. Да? То есть, условно говоря, допустим, да, есть какая-нибудь компания, не знаю, там, Тикурила или Акция Нобель. Компании, которые из России не ушли, которые ведут там бизнес, и которые, ну, они там переписали свои активы на своих бывших менеджеров российских, и при этом постоянно поставляют в Россию материалы и компоненты, которые фактически санкционно запрещены в рамках торговли внутри отдельной компании. Окей, вы можете наказать нынешних менеджеров Тикурила в России, вы можете ввести санкции против банков российских, которые с этим работают. Но почему вы никогда не ввели ни одной санкции против ваших собственных менеджеров, которые это поощряют? Ну, кто будет соблюдать такое, если это нонсенс? Там, вы вводите санкции против российских олигархов, считая по крупнейшим налогоплательщикам России. Но извините, у вас в этих крупнейших налогоплательщиков Total, Leroy Merlin. И где санкции против их менеджеров? Райффайзенбанк. Ребят, ну вы о чем? Кому Кстати, продал Райффайзенбанк свое подразделение в попал Беларуси? под санкции. Не попал, естественно. Ну так и какие и о чем это говорит? Да? Кому продал Райффайзенбанк свое подразделение в Беларуси? И за сколько? И если это были убытки, извините меня, то почему это не было показано на собрании акционеров? Почему не было получено согласие акционеров на такую продажу, Минус которая 800 явно миллионов противоречит их евро. интересам? За сколько? Минус 800 миллионов убытки показали. Минус 800 миллионов евро, об этом я и говорю. Вот, то есть, в принципе, вот такого рода вопрос, они просто их миллион. Вот, опять-таки, да, допустим, ведь как просто сказать, допустим, в компании Apple, да, мы уходим из России. Мы с высоко поднятой головой ушли из России. Телефоны Apple продаются в Москве в первый день их продаж в Нью-Йорке. Но что может быть проще? У вас в каждом мобильном телефоне есть устройство геолокации. Иногда кто-нибудь, собственник его включает в любом случае. Вы можете по геолокации вычислять телефоны, выпущенные после 2022 года, и просто их блокировать. Все, которые находятся на территории России, оккупированы на территории Украины. Почему это не сделано? Почему даже Маск заблокировал Теслу, на которой покатился Кадыров, а Apple не хочет этого сделать? Ну, какие санкции, ребят? Ну, не смейтесь. Да, интересно. Вот вся эта история, которая сейчас будет развиваться в ближайшие месяцы, мне кажется, что это как-то в любом случае будет влиять на технологические прорывы или там достижения России, или наоборот провалы, потому что ведь Россия все технологии на Западе брала. И мне кажется, что Россия сейчас в нынешней ситуации, когда ученые уезжают и нету своих собственных предприятий, где можно обходить эти санкции, она ведь тоже терпит определенные, ну, скажем так, технологические убытки или там провалы, потому что Россия там много лет пытается самолет создать, и до сих пор не получилось это сделать. Но Как вам самолет кажется, она не вот может создать. технологические разрывы будут в ближайшее время как-то преодолеваться, или все же Россия вынуждена будет технологии воровать в Китае, там брать какие-то заимствования? Ну, смотрите, здесь есть две разных темы. Первое, допустим, технологии всего, что можно называть хардом, да? Автомобили, самолеты, компьютеры.
мобильный телефон и так далее, это Россия производить не может. Она их и раньше не могла производить. Да? Ведь такой суперджет был собран наполовину из западных деталей. И этого не случится, да, в ближайшее время. Я называю это ростом без развития. Можно производить больше танков образца 80-х годов, если дать больше денег. Можно снарядов точать в огромных количествах, но создавать какие-нибудь абсолютно новые истребители, ракеты и прочее будет очень затруднительно. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, кто уехал, кто остался, и все, что касается, допустим, информационных технологий. Россия на момент начала войны была гораздо более продвинута информационно, чем большинство стран Европы с точки зрения потребительского интерфейса. Мгновенные переводы, система использования интернета в обычной жизни, стоимость мобильной связи, проникновение мобильной связи, все это было на порядок лучше. Это никуда не ушло. Более того, российские программисты уехали далеко не все. Часть вернулась, часть вообще никуда не уезжала, и работают они очень хорошо. И, по крайней мере, как мне рассказывают люди, работающие в российской банковской сфере, все программы и все системы, допустим, отслеживания и финансовых переводов, и, допустим, если говорить о розничной торговле, обновление ассортимента, выяснение того, как меняется спрос и все такое прочее, все это работает идеально и стало гораздо более продвинутым в последние годы. Просто потому, что информатизация и цифровизация идет исключительно быстрыми темпами. По причине, в том числе, повышения конкурентоспособности и борьбы с конкурентами на внутреннем рынке. То есть, еще раз говорю, понимаете, в России прогресс в налаженных уже и там в более-менее налаженных сферах идет неплохо. И он идет неплохо даже, условно говоря, в том же самом строительстве. Да? Строительство до отмены льготной ипотеки показывало огромные темпы. За последние 10 лет в Москве построено метро больше, чем за предшествующие 50. Вот. И это происходит постоянно. Но вопрос заключается в том, что вот какие-то серьезные прорывные вещи, там, от искусственного интеллекта там, до авионики и прочего, они не возникают. Просто потому, что это действительно слишком сложно, и это требует работы, в том числе руками. Промышленная база в России ужасна. Вы недавно написали в одной из своих статей о том, что Россия проиграна. На ваш взгляд, могут ли быть какие-то в ближайшее время изменения, которые приведут к какой-то либерализации или демократизации России? Либерализации да, демократизации нет. Я думаю, что, смотрите, пока Путин жив, не изменится абсолютно ничего. Если произойдут какие-то изменения такой на постпутинском уровне, то понятно, что за эту новую, так сказать, прекрасную Россию после Путина будут бороться несколько группировок. И российской оппозиции них точно нет, потому что российский народ абсолютно не субъектен. Те протестные настроения, которые происходили в России там и в нулевых годах, и в 2011 году, и потом, когда возвращался Навальный в 2021 году, они охватывали сотни тысяч человек. С учетом нынешнего масштаба иммиграции и с учетом нынешнего ужесточения политического режима можно считать, что эта прослойка отсутствует вовсе. Значит, соответственно, я думаю, что двумя крупнейшими группировками будут путинские силовики и ныне оттесненная в сторону олигархат. И здесь вопрос заключается именно в том, на кого следует поставить. Я, конечно, поставил на вторых, потому что они, ну, как бы некоторые люди, которые были приближены к Путину, они выиграли многое за последние лет 15-20. Люди, которые начинали свой бизнес как достаточно конкурентный, достаточно, да, все сейчас расскажут, что все олигархи, они исключительно работали на расхищении народного достояния, но так или иначе, те, которые начинают свой бизнес в достаточно конкурентной среде, они вряд ли серьезно выиграли, и они имеют, на мой взгляд, достаточно большой зуб на путинское государство. Если они доживут до того времени, когда начнутся перемены, то я абсолютно убежден, что они будут не на стороне силовиков. Вот как бы здесь нужно, на мой взгляд, достаточно четко понять для себя эту перспективу и на кого-то поставить. Я, когда Навальный сидел в тюрьме, и меня несколько европейских информационных агентств и газет спрашивали относительно моего прогноза, я говорил, что Навальный никогда не выйдет, что он там умрет рано или поздно, просто потому, что это человек, который противопоставил себя всем слоям российской элиты. Если оппозиция хочет кем-то быть и вообще как-то обратно в Россию вернуться, она должна понять, с кем она.
Потому что, опять-таки, как я говорю, что для того, чтобы вышел Мандела, нужен был Деклерк. Для того, чтобы вышел Сахаров, нужен был Горбачев. Вот Мандела не вышел бы сам, и Сахаров не уехал бы из Горького сам. То же самое и сейчас произойдет. Перемены в России начнутся сверху, как они обычно начинались. И, собственно, вопрос заключается в том, что оппозиция могла бы быть связующим звеном между вот этой верхушечной недовольной частью и населением либерально настроенным. Если она сыграла такую роль, она имела бы место на какую-то политическую роль, имела бы шанс на какую-то политическую роль в будущей России. Если она будет всегда голосовать против всех, ну, она закончит свои дни в Берлине, и все. А оппозиция может быть посредником между там, Западом и Россией? Нет. Потому что посредник может быть только тот, кто может каким-то образом модифицировать и влиять на позицию тех, между кем он посредничает. Российская оппозиция никак не может влиять на путинскую позицию. Поэтому она даже войти-то в Кремль не может. Как она может посредничать? Нет. Вот даже мы сейчас буквально вчера, позавчера снова говорилось о Кирилле Дмитриеве, руководитель агентства прямых инвестиций, который, собственно, якобы выступает посредником между трамповской командой и Кремлем. Это абсолютно вероятно, потому что человек, который действительно 20 лет в обойме, который никогда тут не выпадал, который может позвонить, зайти, поговорить, убедить, аргументировать и так далее. Как к нему не относись, это человек, который посредником быть может. Но господин Ходорковский, господин Каспаров или госпожа Навальный таким посредником быть никак не могут. То есть получается такая вечная миграция для тех, кто уже уехал. Ну, понимаете, я об этом писал в 2015 году. Никто из тех, о ком я тогда писал, не вернулся. Я думаю, что да, это, в общем-то, билет в один конец. Опять, мы не видим, за это время не произошло крушение режима. В моих сценариях крушения вообще российской перспективы в 2013 году у меня была большая статья в одном из французских журналов, который просил ряд экспертов написать о том, какой будет Россия в 30-м году. В 2013 году писался текст. И я написал, что Россия 30-го года будет страной, которая, знаете, как ударенный пыльным мешком по голове, начинает приходить в себя, потому что прошло всего полгода, как Путин умер в Кремле в своей должности в 29 году, и вот сейчас начинает выясняться, сколько украдено, сколько выведено капиталов, насколько неэффективна экономика, и возвращаются мигранты, и вот начинается какое-то осмысление, где мы оказались. Да? То есть я никогда не предполагал, что возможна революция, свержение его и так далее. Когда Путин уйдет, тогда можно будет смотреть и думать о том, что происходит дальше. Сейчас, еще раз говорю, вот на этом промежутке, пока Путин жив, ППЖ, да, нет никаких возвратов, да, только пребывание за границей. А как вам кажется, вот взгляд из Вашингтона, Беларусь присутствует в какой-то карте, какое-то видение есть по тому, как США видит стратегию по Европе? Вообще Беларусь есть на этой карте или нет ее? Ну, я, честно говоря, пока не вижу. Вот, по крайней мере, та реакция, которая была на очередные перевыборы Лукашенко, она была в гробовом молчании. То есть это вообще никого не интересовало. Я, следя за ситуацией в 2020 году, я тогда еще где-то в августе, в июле, наверное, даже писал и в Independent, и на Project Syndicate, что, судя по сигналам, эти выборы не могут пройти так тихо, как все предыдущие. Но новые выборы прошли тише всех. И, соответственно, опять-таки, уровень ожидания равен нулю. То есть никто не собирается вести с Лукашенко никакие переговоры. А ожидания от перемен, ну, понятно, что невозможно. Понятно, что Беларусь на сегодняшний день не субъектна. Поэтому в данном случае, конечно, то же самое. И белорусская оппозиция, и вообще количество белорусских мигрантов, оно пропорционально населению, оно приблизительно в 4 раза больше, чем российских. И даже в этой ситуации, да, влияние на общество минимально внутри белорусской. Поэтому я бы сказал, что белорусский опыт, он лично мне воспринимается как ситуация, когда даже довольно живое, в отличие от российского общества, общество, которое постоянно имеет выбор, и имело долгие годы выбор между Востоком и Западом. Вот, собственно, чем отличается Беларусь и Украина от России? Тем, что для российских правителей, для российского, значительной части российского населения, главный вопрос – это кто с нами.
Вот Украина с нами, мы будем поддерживать. Там Беларусь с нами, вот все, мы там дадим дешевый газ и все прочее, прочее. И кто против нас? Вот, допустим, там нехорошая Европа против нас, мы будем, так сказать, устраивать там всякие неприятности. Для Беларуси и Украины вопрос главный, фундаментально другой. Мы с кем? Мы с Россией, с вашей там в Донбассе, или мы с Европой во Львове? Вот с кем мы, да? И Беларусь, и Россия, на мой взгляд, они были именно, извините, и Беларусь, и Украина, это вот именно страны, которые имеют вопрос, с кем мы. Но в Беларуси, с учетом всех последних событий, уже этот вопрос, по-моему, на сегодняшний день снят. То есть понятно, что они инкорпорированы в российские структуры, понятно, что есть там служба безопасности, и военный союз, и экономическая зависимость, и масса санкций, которые обложили Беларусь с Запада. То есть я не предполагаю здесь, опять-таки, никаких перемен, кроме, смотри выше, какого-то ухода Путина. А вот как вам кажется, западные санкции в отношении Беларуси, они привели к тому, что Беларусь попала в полную зависимость от России? А если их обратно вот как-то отменять, эти санкции, это может привести к эффекту того, что Беларусь будет от России отворачиваться? Ни в коем случае. Если отменить санкции, Беларусь станет самым большим, самой большой прачечной, связанной с тем, что Россия будет входить в санкции через нее. То есть, если, по сути, вот Армения, да, страна, против которой нет санкций, у которой есть Россия и таможенный союз. Киргизия. Вот две огромных СНГшных прачечных, через которые проходят деньги, золото, товары, полупроводники, стратегические вещи. Но в огромном количестве. Если отменить санкции против Беларуси, это будет страшный удар по Еревану и Бишкеку, потому что все пойдет через вас. Да, интересно. А вот еще вопрос такой, связанный с, на ваш взгляд, планами Путина по Беларуси. Он хочет ее все-таки инкорпорировать, захватить, там, не знаю, сделать какой-то аналог мини-союзного государства, там, Советского Союза, или у него какие-то иные планы? Слушайте, мне сложно сказать. Я думаю, что, ну, помните, было много разговоров, что якобы Путин хочет свергнуть Лукашенко, поставить там своего человека. Нет, я думаю, что в этом отношении Путин, ну, не то что осторожничает, как мы видим в Украине, он не осторожничает, но он вряд ли будет что-то предпринимать, пока он может получить все, что он хочет, другими путями. То есть Беларусь для него это такой самый спокойный, самый предсказуемый, по крайней мере, ручной партнер на всем постсоветском пространстве. Ну, а зачем что-то здесь менять? Ну, хорошо, поглотим мы ее. Это что вызовет? Это вызовет снова кучу проблем с внешним миром дополнительных, которые ему не нужны. А что это ему даст? Ну да, он получит этот выступ, который простирается до Польши, чтобы атаковать Варшаву в случае чего. Но я не думаю, что он собирается атаковать, это раз. Второй момент, ну да, белорусская экономика в какой-то мере там технологически лучше, чем Россия. Там промышленности больше осталось, инженеров, технологов и так далее. Но опять, в масштабах России, ну, это не есть огромный большой перелом. Это ничего серьезного не даст. То есть я думаю, что пока Путина все устраивает. Предсказуемый партнер, в некоторых случаях более сумасшедший, чем он сам. Я в свое время писал много статей относительно того, что Путин – это прекрасный ученик Лукашенко, еще там, будучи в России, там в 2014 году у меня большая статья была в «Ведомостях», где я просто прослеживаюсь по десяткам случаев, как, начиная там с изменения гимна, вот, продление полномочий, изменения Конституции, огромного блока законодательства по самым разным направлениям, как вот все, что делалось в Беларуси, оно реплицировалось в России. Ну, поэтому для Путина это вполне удобный партнер. Вот не буди лихо, пока оно тихо. Зачем что-то менять? Вот Лукашенко успокаивает свой народ. И слава богу. Опять, понимаете, 2020 год – это тот масштаб протеста, которого в России не было никогда. Понятно, что многие его участники уехали, но явно не все. Вот возникает вопрос, а зачем Путину получать вот такую чудесную территорию, свой состав, да, с такими настроениями? Он не знает, сколько там таких людей. Белорусы, в общем-то, были достаточно долгое время, да и сейчас остаются интегрированы, так сказать, в Европу. Да, огромное количество людей там живет, большая иммиграция, постоянные потоки финансов. Вот для чего ему это? Это в том числе опасно. Люди один раз сказали нет, довольно громко. Ну, пусть сидят все там, пусть у нас есть насмотрщик над ними, пусть и продолжают работать.
И последний вопрос в этой ситуации. Те меры, которые сейчас США приняла в отношении поддержки разных стран, сокращения финансирования или их вообще заморозки, это может повлиять на вообще оппозицию белорусскую, российскую, которая в том числе получала ресурсы на Западе? Смотрите, честно говоря, я об этом так уже мельком высказался, я был очень удивлен происходящим, потому что я никогда не общался с такой рода структурами, и я не мог оценить даже приблизительно масштаба этой зависимости. Вот. Судя по тому, что я слышу сейчас, да, конечно, это может повлиять, потому что, судя по всему, зависимость была колоссальна. То есть, если посмотреть сегодня на российскую, даже не оппозицию, российское мигрантское сообщество, российские журналистские сообщества, правозащитные структуры, люди, организации некоммерческие, которые занимаются там, рядом проблем от ЛГБТ до помощи людям с наследственными заболеваниями и так далее, получается, что в принципе вот только те группы и те организации, которые работали уверенно с Ходорковским, практически не затронуты. Все остальное просто вот проша как коса. Это колоссальные последствия. Еще раз повторю, я говорю, что это действительно имеет серьезный эффект. На мой взгляд, американцы, опять-таки, это мои личные оценочные суждения, имеют полное право заморозить эту помощь. Во-первых, потому что она довольно бессмысленна, потому что как бы мы прекрасно видим, что каждый год, ну, то есть, условно говоря, влияние российской оппозиции в России, оно не растет, не вырастет ни при каких вливаниях. Просто ни при каких. Вот, то есть политически это бессмысленно, гуманитарным образом это, конечно, хорошо, но, на мой взгляд, мне всегда казалось, что если вы уехали, да, вы сделали ставку на оппозиционную деятельность, на свободную журналистику, ставка не сыграла, вы переехали, вы признали как бы поражение в этой борьбе с путинизмом в России, ну, займитесь чем-нибудь еще, встраивайтесь в эти общества, учите языки, находите работу, интегрируйтесь. Белая иммиграция, да, ведь помните, все рассказывали про то, какое количество, так сказать, было таксистов в Париже, русских в начале 20-х годов. Но, обратите внимание, их уже не было в 28-м таксистами. Эти люди, имея образование, имея возможности, они уже все достаточно быстро интегрируются в общество и устроились гораздо лучше. Да, из российской эмиграции и уже множество ученых, профессоров университетов, музыкантов, людей, которые вполне интегрировались в немецкое, ну там были другие проблемы, в французское, в первую очередь, да, даже в американское общество. Это путь иммиграции тогда, когда ваша страна проиграна. Надеяться на то, что все будет... Или кубинская иммиграция. Вот то же самое, да, несчастные кубинцы во Флориде начала 60-х годов и очень успешная кубинская диаспора в Америке сегодняшних дней. Вот путь, который, на мой взгляд, российская иммиграция повторит. Вот, собственно, это все, что можно сказать. И чем быстрее она по этому пути пойдет, перестав, так сказать, тешить себя ощущениями, что вот от очередной программы «Дождя» или «Медузы» все развалится в России, тем лучше. Владислав Леонидович, спасибо большое за ваше мнение. Мне кажется, что было очень полезно, интересно обменяться мнениями, и можно продолжить по некоторым другим темам. Конечно, я Про с искусственный интеллект большим было бы удовольствием. хорошо поговорить и другие направления. Конечно, с удовольствием. Да я всегда рад, так что лиха беда начала, начали, тогда продолжим. Спасибо огромное. Спасибо, Дмитрий, очень приятно. Спасибо. До свидания. Друзья, ваша поддержка имеет огромное значение. Станьте постоянным спонсором канала или сделайте разовое пожертвование на любую сумму. Каждый ваш вклад помогает мне создавать новые материалы. Огромное спасибо за ваше внимание и помощь.